Привет. Для начала я хотела бы представиться. Меня зовут Марина, я дизайнер в Halo Lab. Совсем недавно я проходила интенсивный курс по дизайну сложных систем и хотела бы поделиться некоторой информацией с вами и плюс полезными ссылками в конце, так как у нас не будет достаточно времени, чтобы уделить каждому моменту прям большое внимание. Я хотела бы в целом рассказать о том, какие паттерны для дизайна таблиц есть. И уже в дальнейшем, если вам интересна эта тема, вы можете самостоятельно продолжить читать какие-то ресурсы, которые я оставлю в конце. А, Итак, о чем сегодня поговорим? Я выбрала такие три основные момента. Первое — это что же такое сложная таблица и в чем ее преимущество в целом. Второе — это 4 главных задачи пользователя, и на основе этого мы будем говорить о разных паттернах. И, наверное, самое интересное и с чем сталкиваемся часто — это адаптация на мобильном устройстве. Сначала хочу спросить вас, насколько часто вам встречаются в вашей работе таблицы и какие они? То есть сталкиваетесь ли вы с проблемами какими-то при дизайне таблиц? Мгм. Контент разного размера. Что за таблицы? Большие, маленькие? Из какой индустрии? Так, пока я вижу только контент разного размера. Ну, я думаю, что во время доклада вы сможете для себя еще какие-то паттерны подсмотреть, которые в дальнейшем облегчат вашу работу. Цель доклада — это показать паттерны, которые уже есть, которыми мы можем пользоваться, и это поможет делать лучше user experience, и этими таблицами будет удобно пользоваться, как на десктопе, так и на мобильном. Что же значит сложная таблица? Как можно ее представить? Э, Может, у вас есть какие-то предположения, что значит сложная таблица, и что значит легкая, ну или, так сказать, обычная таблица? Мгм. Размер и функционал. Да, я согласна. Вот, например, такую таблицу мы ожидаем кон- контент, да. Мгм. Компонент с автолейаутом. Сегодня мы поговорим больше о UX-паттернах, чем о том, как строить именно саму таблицу. А, я как-то находила в нашей библиотеке знаний видео от Маши. Она там рассказывала, как именно строить таблицы, как их делать с автолейаутами в фильме. Так что вы можете глянуть в дальнейшем это видео тоже. Итак, у нас ожидание — это вот такая вот красивая таблица с тегами, с какими-то данными. Но в реальности может быть вот такое. Может быть очень большое количество информации, очень большое количество различных фильтров и различного функционала. Данный пример — ам, это система для трейдеров, которые хотят инвестировать во что-то. То есть у них очень много разных настроек и разных вариантов фильтров. А, в основном сложными таблицами являются приложения Enterprise, то есть это CRM-системы, это системы управления. Система управления. В основном, такие системы могут встречаться в логистике, в здравоохранении. Это могут быть какие-то, государственные, а, государственные системы управления или управления тасками и так дальше.
Они содержат очень много информации из разных источников и для большого количества пользователей. Данные бесполезны без того, чтобы их использовать, ими манипулировать. Почему не использовать что-то другое, например, как вот такие карточки? Это как еще один вариант, но что вы думаете насчет него и будет ли он подходить под сложные таблицы? Скорее всего, это не очень удачный пример, потому что, как мы видим тут, очень много информации повторяется, да, правильно, перегружено, шумно, не знаешь, куда смотреть. И самое главное, неудобно сравнивать, потому что сравнение — это легкое сравнение, это один из плюсов таблицы. Среди других плюсов также масштабируемость, компактность, и мы также можем выявлять закономерности какие-то. Плюс таблицы еще в том, что данные могут добавляться, и это никак не будет влиять особо на таблицу. То есть мы легко можем добавлять сколько угодно данных. Итак, мы переходим к главным задачам пользователя, и на основе этого, в принципе, и строятся таблицы. Хорошая таблица должна включать все 4 главных задачи, но, конечно, это будет еще зависеть от самой таблицы и от самих данных. Кое-что может добавляться, кое-что может убираться. Это поиск записей, сравнение данных, просмотр, редактирование и выполнение действий. Начнем с поиска записей. Этот процесс может включать такие паттерны, как сортировка, нумерация, фильтрация. То есть все это может облегчить человеку доступ к записям, к конкретным записям. Сортировка данных, она помогает нам а, категоризировать информацию, и, соответственно, нам легко будет находить нужную. Нумерация страниц. Из-за того, что таблицы обычно очень большие, лучше использовать такой паттерн, когда у нас есть когда можно изменять количество результатов на страницу, когда можно легко перейти с одного набора страниц к другим. Также этот паттерн часто заменяется бесконечным скроллом, то есть когда мы прокручиваем и появляется больше информации, но для таблиц, особенно для сложных таблиц, этот паттерн не очень удачный, потому что теряется контроль над таблицей. Ну и плюс данных может быть слишком много, и это неудобно. То есть бесконечный скролл лучше использовать для так называемых discovery сайтов, где мы только находим какую-то информацию, вот типа Pinterest. В таком случае, да, это оправдано. В случае таблиц нам лучше быть более точными. Фильтрация данных, она может быть как простой, так и более сложной, с различными правилами, с различными функциями. Вот как на примере. Порядок столбцов. Для того, чтобы легче было находить какую-то информацию, порядок столбцов должен отображать важность данных, и связанные столбцы должны находиться рядом. Так мы часто можем видеть имя, фамилию, например, рядом. То есть какая-то информация, которая относится друг к другу или зависит от друг друга, должна находиться рядом. Поиск по колонкам, особенно в больших таблицах, это удобно, так как мы можем искать конкретно в том месте, где нам нужно. Размер столбца. Мы можем измерять столбцы, и будет видно
сокращенную, например, информацию. Плотность изображения — это очень интересный паттерн, который позволяет людям кастомизировать таблицу. Например, когда мы делаем плотность отображения меньше, нам легче сканировать много строк сразу. Когда мы делаем эту плотность больше, нам легче сосредотачиваться именно на контенте внутри этой строки. Следующая задача пользователя: после того, как мы нашли что-то, нам нужно сравнить это. Из основных проблем, а, из-за большого количества разных данных иногда бывает сложно понять, какая ячейка и к чему относится. Иногда могут быть столбцы далеко друг от друга, особенно на мобильном. Также трудно перемещаться между рядами и сохранять сосредоточенность. Одним из паттернов, который может помочь с этой задачей, это стиль строки. Мы можем использовать как зебру, так и линии. Еще один способ — это пустое пространство. С зеброй нужно быть осторожными, потому что если используем зебру для небольшого количества информации, она может быть шумной и также может вводить человека в заблуждение, что строка уже выбрана. Так, следующий паттерн для сравнения — это фиксированный заголовок. Фиксация может помочь человеку находиться в контексте, и особенно важно, чтобы вот этот заголовок, который был фиксированный, был полезным. То есть, чтобы человек мог ориентироваться, чтобы эта информация была главной, и он мог хорошо ориентироваться с последующими ячейками. Мы также можем зафиксировать верхнюю строку. При скролле человек будет хорошо ориентироваться и не будет тратить много времени и усилий для того, чтобы возвращаться к заголовку и смотреть, к чему же относится эта информация. Для того, чтобы облегчить сравнение, мы также можем скрыть некоторые колонки или изменить их порядок. Но необходимо сразу делать четкое разграничение, чтобы было видно визуально, что некоторые колонки спрятаны. Вот хороший пример того, как большое количество колонок можно адаптировать под свои нужды. Следующая, третья задача пользователя — это просмотр и редактирование. Также есть много паттернов, и у каждого есть как преимущества, так и свои особенности использования. Если мы хотим редактировать внутри строки, то сама таблица должна быть узкая, не слишком широкая. Это решение работает еще тогда, когда нам не нужно переходить к какому-то отдельному блоку или странице, когда у нас не сильно сложное действие. Следующий паттерн для просмотра и для редактирования — это модальное окно. У модального окна есть своя особенность. Лучше использовать такой паттерн для тех целей, когда у нас должен быть фокус на информации, то есть информация очень важная и несет какие-то большие изменения. Это не лучший способ в таблице, потому что она перекрывает собой всю остальную информацию, и нам тяжело соотносить ее с какими-то, например, соседними данными. Кроме модального окна может быть мультимодальность. Это когда мы, например, открываем в каждой строке
свое модальное окно. Это помогает нам сравнивать детали различных элементов, но мы не можем делать так с большим количеством информации, так как будет совсем не видно и непонятно. Строка к деталям. Когда мы нажимаем, например, на строку, у нас появляется одна часть слева с деталями вот этой строки. Но в то же время мы можем анализировать данные и ссылаться на элементы, которые у нас рядом находятся. Еще один паттерн для просмотра и для редактирования — это немодальная боковая панель или сайдбар. Разница с модальным окном в том, что здесь нет такого оверлея, и мы можем взаимодействовать с таблицей в то время, когда у нас открыта вот эта панель. Мы можем двигать ее и ставить в зависимости от того, как нам удобно. Еще один паттерн для просмотра и для редактирования — это аккордеон. Из его недостатков то, что он закрывает части, что он из недостатков то, что когда мы открываем, мы редко забываем закрыть это, и если пользователь открыл слишком много вот таких аккордеонов, то становится очень шумно и теряется связь между строками. И также тяжело сравнивать с соседней. Если выбирать между сайдбаром или вот немодальной боковой панелью и аккордеоном, то это очень зависит от типа контента, который у нас находится. Если нам нужно показать большое количество контента, и он преимущественно занимает много вертикального пространства, то есть если у нас есть какие-то графики, картинки, то лучше использовать сайдбар или боковую панель. Если у нас контент расположен более горизонтально, то лучше использовать вот такой аккордеон. Еще один паттерн для просмотра данных или редактирования — это визуализация данных. То есть в зависимости от целей таблицы и от нужд пользователя мы можем добавить эту функцию, которая подсказывает нам какие-то закономерности, проблемы, и мы можем видеть, так сказать, общую картину данных графиков. Например, если у нас какая-то система финансовая, и нам нужно посмотреть в целом какие-то паттерны, это будет удобнее, это будет хорошая функция в данном контексте, потому что это будет легче понять, чем много данных в таком виде таблицы обычной. И последняя задача пользователя, на основе которой мы будем рассматривать паттерны, это выполнение действий. Выполнение действий может быть как с одной строкой, так и массовое выполнение действий. Действия при наведении. Тут важно учесть то, что обычно у строки немного места, и мы не можем поставить много действий здесь. Если мы прячем их за меню с 3 точками, то может возникнуть сложность с тем, чтобы человек находил эти действия. И также, если, например, таблица очень широкая, то эти действия могут быть труднодоступными. Массовое редактирование в основном включает функции такие как удаление, дублирование, или если мы хотим перенести данные, например, в другую папку, или хотим, например, изменить статус. Вот такой пример массового редактирования из Shopify.
где мы можем сразу редактировать описание, стоимость и так дальше. Вот здесь у нас есть также фильтры. Если говорить про адаптацию на мобильном устройстве, а, тут в основном все сталкиваются с такой проблемой. А, И вот такой пример, как бы вы его адаптировали для мобильного телефона. Что делать с вот такой таблицей, когда нам нужно ее адаптировать для телефона? Вы можете писать в чат ваши варианты, что можно с ней делать. Горизонтальный скролл, а, разделять. Что именно разделять? Диагональный скролл. А какие еще паттерны возможны, кроме скролла? Потому что на десктопе открыть такую таблицу не проблема, а если нам нужно пользоваться ей на телефоне. И здесь, как видите, очень много колонок, очень большие записи, и максимум, что наш телефон может показать, это вот 3 колонки вот эти. Мгм. Поп-ап и аккордеон еще вариант. Прятать в табы. Да, некоторые решения, предложенные, могут использоваться. Сейчас на примере одной системы вот этой, это программа для страховой компании. Я покажу, как можно адаптировать такое для телефона. Первое — это немного информации о самом кейсе. Консультанты по предотвращению убытков пользуются этой программой, чтобы оставить свои комментарии, чтобы добавить фотографии, чтобы оценить состояние объекта, как коммерческого, так и жилого. И потом они передают эту информацию в страховую компанию и также сообщают людям, как предотвратить эти риски. То есть вот эта информация, от этой информации зависит стоимость страховки. Задача, перед тем, как приступать к адаптации на мобильный, главным заданием было понять, какие задачи у пользователей этой программы. Так как показать такую таблицу в полном ее виде на телефоне и в таком же виде, как она есть на десктопе, просто невозможно. Для этого после всяких исследований и после разговоров с клиентом было принято решение о том, что консультантам, которые пользуются этим, а пользуются они этим в основном на месте, когда они изучают здание, для этого им не нужно использовать всю таблицу, им нужно делать 2 задачи, и поэтому важным было предоставить доступ к этим задачам как можно раньше. Первая задача для них — это сравнение одной оценки горизонтально, точнее вертикально по столбцу. И очень важно было сохранить вот эти цветовые индикаторы, они показывают состояние и оценку здания. И вторая задача — это сканирование горизонтальное. То есть у нас есть локация вот здесь, и в зависимости от того, точнее, консультант, когда сравнивает, ему важно смотреть на здания в этой локации другие. То есть какая оценка у зданий, которые находятся, например, на этой же улице. То есть вот это основные 2 задачи, которые нужны пользователям этого приложения, точнее, этой таблицы. Решением было ограничить функционал этой системы до 2 вариантов использования. Вот такой вышел вариант для первой задачи. Использовали дроп-даун, который содержит заголовки статей. То есть вот здесь у нас что сверху фиолетовое, это у нас находится вот здесь в дроп-дауне. То есть когда мы выбираем какой-то заголовок, мы сразу видим,
Вот этот вертикальный столбец, и нам легко сравнивать его. То есть у нас может быть довольно много вот таких строк, и это будет легко считываться, потому что скролл вертикальный легче, чем скролл горизонтальный. И вторая задача — это взаимосвязь горизонтальная и вертикальная. То есть когда мы, например, выбираем вот здесь заголовок, с помощью дропдауна у нас появляется колонка, вот эта вертикальная. Но когда мы нажимаем на что-то, на какую-то из этих карточек, у нас появляется дополнительная информация, и мы можем легко сравнивать информацию слева и вот с этого столбца. По такому же примеру была сделана другая система. Здесь принцип похож очень. Тоже у нас есть заголовки сверху и есть столбцы слева. Здесь использовали не дропдаун, а использовали календарь, и ты можешь свайпать и выбирать нужную дату. И когда мы нажимаем на карточку, у нас появляется дополнительная информация. Главным открытием стало то, что пользователям не нужно просматривать всю информацию и пользоваться всей таблицей сразу. Нужно сосредоточиться на каких-то главных задачах и ограничить предоставленный контент до того, который будет необходим для выполнения этой задачи. Главное из этих примеров, что на мобильном лучше использовать табы, дропдауны, аккордеоны. Нам нужно редко когда показывать всю таблицу целиком, поэтому лучше ограничить ее функционал до того, который необходим. И лучше организовывать таблицу по паттерну click-through меню. У нас был такой же паттерн для навигации, а здесь он тоже может быть актуальным, как, например, в этом примере. То есть мы нажимаем что-то одно, проваливаемся туда, потом нажимаем следующее и проваливаемся еще глубже. И таким образом у нас больше контроля над данными и легче ориентироваться. Вот прикрепляю еще полезные ссылки. Не все удалось добавить в доклад. Здесь также есть ссылка о том, как построить таблицу с технической точки зрения, как сделать, как не упустить ничего в строках, в ячейках, и ссылки на ресурсы, которые я использовала для доклада. Там вы можете почитать более подробно о таких паттернах. Все, спасибо всем. Надеюсь, это было интересно, и вы нашли для себя что-то, что вам бы помогло в проектировании таблиц в дальнейшем.